35 тысяч для биткоина уже позади, новый годовой максимум на уровне 36 тысяч долларов пробит, и все идет к тому, что биткоин продолжит фиксировать новые высокие уровни, потому что SEC уже в ближайшие дни может одобрить несколько спотовых биткоин ETF. Да, друзья, с сегодняшнего дня начинается 8-дневный период, в течение которого все 12 спотовых заявок на биткоин ETF могут быть одобрены. Этой информацией буквально сегодня поделился старший стратег Bloomberg по ETF Джеймс Сейфорд, который у себя в Твиттере написал, что это является последним шансом увидеть первый спотовый ETF на рынке США до конца 2023 года. А учитывая, что 2 ноября SEC провела секретное заседание, о котором мы, кстати, снимали подробное видео, шансы на одобрение только растут. Конечно, это и стало самой главной причиной, по которой биткоин пробил один из самых сильнейших уровней сопротивления в 35 тысяч и вырос еще на 5% за один день. Сейчас на рынке настоящая фома, когда инвесторы, несмотря ни на что, готовы покупать и еще раз покупать. Ведь одобрение ETF никогда не было так близко. Поэтому главная задача сегодняшнего ролика является ответ на вопрос, одобрят ли ETF в 2023 году. Ну и конечно же сегодня я поделюсь с вами своим мнением касательно потенциального одобрения ETF. Дополнительно мы вместе с вами проанализируем большое количество свежей метрики, последних отчетов и в заключение проведем теханализ биткоина, чтобы понимать, вырастет ли он до 40 или все-таки вернется тестировать 30 тысяч долларов. Так что смотрите видео до конца, а перед просмотром поставьте ему лайк, ведь эта новость вышла только сегодня, а мы уже сделали для вас это актуальное видео, которое точно заслуживает вашей поддержки, за которую я вам безумно благодарен. Поэтому приятного вам просмотра, вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, несмотря на то, что это видео мы постарались сделать максимально быстро, первыми, кто узнал про 8-дневное окно, когда SEC может одобрить ETF, были подписчики нашего телеграм-канала, потому что эта новость была опубликована еще рано утром. И дополнительно вчера мы выложили пост о том, что трейдеры активно делают ставку именно на лонг биткоина. Поэтому, чтобы вы не тратили свое драгоценное время на поиск новостей и всегда оставались в курсе всех главных событий, просто подпишитесь на наш телеграм. А чтобы понимать, почему биткоин вырос выше 36 тысяч, давайте разберем новость про потенциальное одобрение ETF более подробно. Все началось с того, что старший аналитик Bloomberg по ETF Джеймс Сейфорд опубликовал твит, в котором написал, что сегодня открывается небольшое окно с 9 по 17 ноября, в рамках которого SEC объявит свое крайнее решение по ETF-заявкам. И в данном случае у них будет 3 варианта: одобрить ETF, отклонить, ну или продлить свое решение до 10 января 2024 года. И ближайшая неделя станет очень важной для биткоина, потому что финансовый юрист Скотт Джонсон, который присоединился к этим обсуждением, заявил, если на этой неделе будет одобрение, то вероятно пройдет минимум месяц, а возможно 2, до запуска любого ETF. То есть, как вы понимаете, первый ETF может быть доступен для инвесторов даже в этом году. И здесь крайне важно ответить на часто задаваемый вопрос, а именно почему биткоин вырастет после одобрения SEC, если на рынке уже есть спотовый биткоин ETF. Во-первых, давайте не забывать, кто в июне подал первую заявку. Да, друзья, это была компания BlackRock с капиталом в 10 триллионов долларов, через которую инвестируют более 35 миллионов американцев. А когда BlackRock получит свой ETF, то это позволит ее клиентам максимально безопасно и почти напрямую инвестировать свои деньги в биткоин. И поверьте, спрос на ETF будет. Ведь Ларри Финк неоднократно говорил о том, что клиенты BlackRock хотят получить возможность инвестировать в крипту. И такие позитивные настроения на рынке из этого краткосрочного окна заключается в том, что когда SEC продлила крайний срок для нескольких ожидающих рассмотрения заявок на спотовый биткоин ETF, она выбрала 8 ноября в качестве последнего дня периода комментариев, а с 17 ноября возобновится период комментариев для 3 заявок, включая Global X Bitcoin Trust, Hashdex Bitcoin ETF и Franklin Bitcoin ETF. А это означает, что они не будут одобрены или отклонены не раньше 23 ноября. Этот период рассмотрения заявок сильно отличается от тех, которые были летом, потому что это первое окно одобрения после победы Grayscale в суде 23 октября, когда судья выписал мандат на дополнительное рассмотрение ETF-заявки. И SEC даже отказалась хоть как-то апеллировать это поражение. Но вопрос, неужели SEC реально одобрит ETF в ближайшую неделю? Конечно, мне и я думаю всем, кто сейчас держит биткоин, очень хочется, чтобы ETF были одобрены. И да, они вполне могут это сделать. Тем не менее, зная, с каким желанием SEC берется за любую работу, связанную с криптой, я не думаю, что сейчас Генслер делает все, чтобы успеть одобрить ETF за эту неделю. И
в принципе даже это окно не гарантирует одобрение. Но, друзья, несмотря на это, аналитики Bloomberg прогнозируют 90% вероятность одобрения до 10 января следующего года. А также независимо от того, что срок приема всех 12 заявок заканчивается 17 ноября, ETF-аналитик Джеймс Сейфорд добавил, что технически SEC может принять решение по 9 из 12 заявок в любое время до 10 января. А это значит, что в любой день может появиться новость о том, что SEC одобрила первый спотовый ETF, после чего цена биткоина улетит вверх. И как вы видите, крипта уже растет каждый день, и это самое лучшее время, чтобы на этом зарабатывать, как участники нашей подписки Coin22 Pro, потому что они заранее получают сделки от нашей команды профессиональных аналитиков. И только за последние пару дней участники Pro получили от 45% профита на лонг-сделках по Dogecoin, от 50% на росте монеты Arbitrum, от 60% на активном пампе Neo и на многих других сделках, которые были предоставлены на этой неделе. На таком активном рынке подписка Pro позволяет вам каждый день заранее получать прибыльные торговые идеи от нашей команды специалистов. И став участником Pro, вы получите не только прибыльные сделки, но и пошаговое обучение, а также круглосуточную поддержку, которая в любое время ответит на все ваши вопросы. Для детального ознакомления с подпиской Pro вы можете перейти на наш официальный сайт. И если вы не желаете упускать свою потенциальную прибыль, то просто напишите нам по ссылке в описании, присоединяйтесь к подписке Pro и получите первую прибыльную сделку уже сегодня. Помимо того, что сейчас SEC рассматривает 12 ETF-заявок, Генслер лично ведет переговоры с Grayscale касательно их конвертации Bitcoin Trust в полноценный ETF. И директор по правовым вопросам Grayscale заявил, что с этим есть определенные проблемы, но он также был достаточно оптимистичен касательно этого вопроса. И в данном случае очень много новичков и не только ищут лучшие уровни, чтобы купить биткоин как можно дешевле и заработать на этом пампе как можно больше. Но это большая ошибка, потому что Гэри Генслер не пришлет вам на почту сообщение, где будет написано «Покупай биткоин, завтра мы одобрим ETF». SEC одобрит ETF в самый непредсказуемый момент, и к этому будет готова только сама SEC. Единственным вариантом, как можно заработать на всех этих событиях, это просто держать у себя в портфеле биткоин. Да, кто-то купил его по 20, кто-то по 30 тысяч, но это не значит, что стоит ждать этих уровней, ведь такой новостной фон вряд ли позволит его цене опуститься так низко. Поэтому купить биткоин на небольшую сумму может стать хорошим вариантом в ближайшее время. И глядя на текущее состояние рынка, можно заметить, как всех начинает поглощать эффект FOMO, когда никто не хочет упускать эту возможность для заработка. Но давайте все-таки рассмотрим некоторые данные, которые помогут нам понять, что же будет с биткоином дальше. Недавний скачок цен на биткоин произошел, когда трейдеры открыли новые длинные позиции. Поставщики сетевых данных Sentiment отметили, что биткоин вырос аж на 37% всего за 2 месяца, и во время этого пампа соотношение трейдеров, открывающих лонги, достигло самой высокой точки за 3 месяца. И кроме того, общий открытый интерес на биржах значительно вырос и достиг 7,2 миллиарда долларов. Про рост количества лонгов мы писали еще в нашем Telegram, и данные говорят о том, что разница между спотовой ценой биткоина и фьючерсными контрактами достигает 11%, сигнализируя на очень высокий спрос лонговых позиций на биткоин. И как результат, биткоину удалось пробить уровень в 36 тысяч долларов и отметить новый годовой максимум. После медвежьего рынка 2022 года все трейдеры с нетерпением ждали разворота тренда, который появился в начале последнего квартала года. Поэтому, учитывая предыдущую рыночную тенденцию, биткоин завершил фазу накопления и вступил в первую часть бычьего цикла. Эти циклы обычно занимают 4 года, и как вы видите, делятся на медвежий рынок, накопление, фаза бычьего рынка и последняя фаза булрана и нереального фома, когда биткоин скупают абсолютно все. Медвежий рынок преобладал в ноябре 2021 и в ноябре 2022 года, достигнув своего дна, и с тех пор рынки накапливали, и текущий месяц стал завершением фазы накопления. Помимо этого, ожидается, что наступил год бычьей фазы, когда цена биткоина может медленно расти, но, конечно же, не сможет преодолеть исторический максимум, ведь это происходит во второй год бычьего рынка. То есть, как я вам говорил еще в прошлых роликах, сейчас слишком много инвесторов накопили биткоин. На протяжении всего года я и наша команда искренне верила в рост, и в каждом ролике мы советовали вам постепенно накапливать биткоин. И как вы видите, мы это делали не просто так. Конечно, в данный момент я не могу исключать локальную коррекцию, и она наверняка будет, ведь так было всегда. Но мы говорим не о падении ниже 30, а о возможном снижении до уровня 35 тысяч, который должен стать очень хорошей поддержкой для биткоина в ближайшее время. Но те, кто придерживается правильной стратегии долгосрочного холда, которой занимаюсь лично я, знают, что найти лучший уровень для покупки биткоина очень сложно. Самый оптимальный вариант — это постепенное накопление на небольшие суммы, независимо от того, сколько он стоит. Ведь очень важно иметь среднюю цену вашего криптопортфеля. Поэтому, если вы думаете, что вы уже опоздали, это совсем не так. Ведь впереди нас ждет очень много событий, которые будут катализировать рост биткоина. И в первую очередь это ETF, а также халвинг, которые с каждым днем
приближают уровень в 40 тысяч долларов. А если вы планируете покупать альты, то, конечно же, посмотрите наш прошлый топ. И не забывайте про соотношение 70-20-10, где большая часть вашего портфеля должна состоять именно из биткоина. Ну а дальнейшие новости от SEC мы будем разбирать уже в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, в комментариях напишите, как вы думаете, пробьет ли биткоин 40 тысяч в ближайшую неделю, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. А вам я желаю удачи, до скорых встреч!